Всем привет, с вами Ганзи, и это 11-я часть сюжета Цепи Судьбы. Не хочу о плохом, все вы знаете ситуацию, которая происходит вокруг YouTube и внутри него. Ситуация очень плохая, все мы ждем решения этой проблемы, я думаю, она решится, но не знаю когда. Из-за таких действий доход канала почти падает к нулям, и наш труд обесценивается, поэтому вы можете нам помочь. Каким образом? Я уже говорил, и многие, наверное, говорили ютуберы, и вы слышали это и читали. Это активировать VPN. Делается это сейчас довольно просто. Многие знают различные способы, да и они легкие, очень легкие. Есть проги, есть куча способов бесплатных. И просто выбирать другую страну, например, с которой вы как будто бы смотрите. Это бесплатный способ. Ну а другие это поддержка ваша материальная, там донейшн, спонсорство и тому прочее. Контент я буду делать все равно, несмотря на такую ситуацию. Не знаю, сколько зрителей поддержат меня, мой канал, но я все равно буду делать контент, несмотря на это. Надеюсь на ваше понимание, что вы в такое время не оставите нас без поддержки вашей. И естественно, вы же знаете, что мы в долгу не останемся. Мы постоянно радуем вас крутым и поистине важным для вас контентом. Я думаю, такую вступительную часть можно уже заканчивать и переходить уже к топовому контенту. Это новая серия, 11-я серия сюжета Цепи Судьбы. Погнали! Глава 11. Последний рассвет той жизни. После моего дня рождения прошла неделя. Я обсудил слова Какаши с Рин. Она согласилась, что совместные тренировки крайне положительно скажутся на нашей работе. Она очень хотела помочь Какаши. Думаю, Рин даже лучше, чем я понимала, что сейчас необходимо. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как довериться ее природной доброте. Тренировки проходили в очень непривычном и тяжелом ритме. С рассвета до заката мы практиковались в слаженной работе. Частенько Минато-сенсей оказывал нам посильную помощь. Зимние морозы беспощадно относились к нашим попыткам сплотиться, поэтому множество раз мы проходили домой, замерзшие до костей. Но по какой-то причине я испытывал радость и счастье. Нет, перепалок с Какаши меньше не стало, но я жадно пытался нагнать те года, что потерял, когда обратился во зло. Каждый день, проведенный с ними, был для меня истинным счастьем. Как же мне хочется продлить эти минуты. Я лежал на снегу, Какаш еле стоял на ногах. В его руках был кунай. Он бросился вперед. Действовать нужно быстро, сделав упор на руки. Я резко закружил ногами, создавая хаотичную мельницу. Удача! Кунай из его руки мне удалось выбить. «Техника водяной стены!» – выкрикнул я, складывая печати. Пускай охладит свой пыл. Но ликовать мне было недолго. Это был чертов клон. Земляной. Когда он это выучил? В эту минуту земля подо мной зашумела. Какаша выпрыгнул и нанес мне удар в подбородок. Волна боли прокатилась по телу. В голове все мелькало. Я рухнул на землю. Какаша стоял надо мной. Его дыхание было тяжелым и шумным. «Фу, ладно, твоя взяла», – сказал я, разминая челюсть. 9-8 в мою пользу, проговорил он спокойно. 9-9, я тебя в разминочном раунде победил, забыл? Какаша цыкнул языком. Я собирался встать, как вдруг увидел его протянутую руку. Он не смотрел мне в глаза. «Ну, ты вставать собираешься или решил, что на снегу удобнее?» – поторопил меня товарищ. Нет, спасибо», – ответил я, принимая его помощь. «Думаю, на сегодня хватит». «Нет, у меня есть еще силы». «Серьезно? Какаша, на последнюю атаку ты использовал кучу чакры. Если израсходуешь слишком много, то завтра вообще не сможешь тренироваться». «Да знаю я», – немного зло проговорил он. «Скоро экзамены, надо готовиться. А тебе бы еще не мешало и теорию почитать». «Да я и так все знаю. То есть, ладно, почитаю», – поправил себя я, понимая реакцию Какаши. Тот лишь пожал плечами, он держал себя за левое плечо. Видимо, это когда я совершил болевой, перестарался. «Болит?» – спросил я осторожно. «О себе лучше думай, со мной все нормально. Передо мной выпендривайся сколько хочешь, но дай Рин сделать свою работу, хорошо?» «Все нормально». «О боги, перестань быть занудой, хотя бы минут 10, а то я дам тебе по лицу. Ну попробуй, учиха». Мы столкнулись лбами. Нас окликнула Рин, которая тренировалась нянята. Он был мастером тайцзюцу, поэтому помогал нам. Рин, благодаря своей пластичности, легко осваивала программу Ниннека. Правда, мне этот пушистый засранец не давал с ней тренироваться, аргументируя тем, что я ему только мешаю. «Ребята!» – радостно кричала она. «Эй, Рин!» – ответил я. «Буркнул Какаша. «Вы тоже уже закончили?»
Да, сил просто не осталось. Говори за себя. Встрял Какаши. Ну да, осмотри его левое плечо, пожалуйста, а то наш выпендрежник сам никогда не попросит. Рин улыбнулась и направилась к Какаши. Будучи свидетелем наших каждодневных перепалок, она уже прекрасно понимала, стоит ли ей вмешиваться или же просто улыбнуться на наши глупые мальчишечьи выходки. Она заботливо осматривала плечо Какаши. «Так больно?» – спросила она, слегка приподнимая его вытянутую левую руку. Нет. Да все со мной нормально», – неуверенно отвечал он. Протянула Рин, хитро улыбаясь. «А так?» Замычал Какаши, прикрывая глаза от боли. «Вот, а ты меня обмануть хотел. К счастью, небольшое растяжение. Но сегодня лучше избежать нагрузок, иначе воспалительный процесс может затянуться надолго». С этими словами она растерла свои руки. Их охватил бирюзовый цвет чакры. Рин тщательно провела ладошками над плечевым суставом, пальпируя выявленное место растяжения. «Как ты себя ощущаешь, Какаши? Можешь поднять руку?» «Думаю, да», – ответил тот, аккуратно поднимая конечность. Он неловко смотрел на нее. Казалось, сам факт того, что ему кто-то помог, уже является для Какаши чем-то неестественным. «Вот, а ты сопротивлялся. Хотя жаль немного, была бы у тебя завтра такая рука, я бы в 2 счета надавал тебе пинков. Ха!» – подразнивал его я. «Я бы с одной рукой тебя победил», – огрызался Какаши. «Тише, не шевелись», – строго сказала Рин, перематывая руку эластичным бинтом. Оставшееся время мы обсуждали, как будет проходить экзамен. Под видом предположений я выдавал им реальную информацию об испытаниях, по крайней мере ту, которую помнил сам. Даже Какаши признавал мои догадки весьма точными. На улице все еще рано смеркалось, поэтому мы решили сегодня разойтись пораньше. Рин ушла раньше всех, обещала помочь маме. Какаши еще минут 10 отравлял мне жизнь своими остротами, пока не поплелся залечивать раны. Что касаемо меня, я хотел позаниматься дополнительно. Выдернув волос из головы, вновь призвал нянята. «Ня, опять ты издеваешься, Обита?» «Чего ты вечно жалуешься?» «Жалуюсь. Ты понимаешь, что я целый день занимался с той девочкой. Это изматывает, знаешь ли. Вдобавок снег мочит мою шерсть. Жена вечно ругает меня за это». Я сел на корточки, погладил его по голове. «Ты уж извини, дружище, но это важно». «Ня? Да. Твои глаза вновь стали тусклыми. Опять о прошлой жизни вспомнил?» «Ага, скоро экзамен. По идее, я должен провалиться и сдать лишь в следующем году, но сейчас все иначе». «Ня, вот как?» «Понимаешь, я чувствую, как мы становимся командой. Да, быть может, не все так гладко, но я хочу сплотить всех нас. Они очень стараются. Я не хочу подвести ребят». «Значит, опять пойдешь против судьбы?» А когда я поступал иначе?» «Да, странный ты человек, Обита-учиха», выдыхая, проговорил нянята. «Ты поможешь мне?» «Куда я денусь? Что от меня нужно?» «Ну, ты ведь хорошо владеешь тайцзюцу». Смотря с кем сравнивать. Все же до уровня некоторых людей мне далеко, но в целом да, я довольно неплох». «Отлично, можешь позаниматься со мной». «Ня, ты же неплохо сражаешься в рукопашном бою. Зачем тебе это?» «Как бы сказать», начал я, вспоминая свой позор в битве с Майтагаем. «Человек, с которым я буду биться, специализируется на тайцзюцу». Значит, ты хочешь применить свои знания из той жизни, чтобы победить человека, которому проиграл. Довольно подло с твоей стороны». «Это не так. Мне нужна эта победа, пойми». Я взглянул на нянята с мольбой. Тот покачал мордочкой, потер ее лапкой и сказал: «Что ты со мной делаешь? Нарушаю свои же правила. С тебя очень большая компенсация, Обита». «Рыбка? Шутишь?» Ладно, найду я тебе валерьянки, но если еще раз я услышу претензии от твоей жены, то сдам тебя с потрохами». «Ня». Так начались мои тренировки с нянята. Делал я это тайно ото всех. Нинека обучал меня стилю кошачьего ведения боя. Могу сказать одно, это чертовски сложно. Все началось с того, что меня учили двигаться как кот. «Ты издеваешься? Забраться на дерево с помощью 4 конечностей? Ты представляешь, как тупо это будет смотреться?» – возмутился я. «Не так важно, как на тебя посмотрят, если ты победил». «Да, но зачем это?» «Мы, Нинека, имеем сравнительную небольшую массу тела. Для того, чтобы грамотно наносить удары, используем толчки, передавая чакру в конечности. Мы отталкиваемся от земли или стены, а затем наносим серию мощных ударов. Плюс в том, что
При этом, в отличие от вас, людей, мы используем все конечности. То есть, забравшись на дерево, таким образом, ты поймешь, как мы распределяем энергию по телу. Надеюсь, этого никто и никогда не увидит. На освоение начальных навыков ушло немало времени. Приходилось одновременно использовать руки и ноги. Вначале я просто падал, так как неправильно распределял чакру, но в голову мне пришла идея. Я попросил нянята показать, как это выглядит, а сам в этот момент активировал шаринган. Результат превзошел мои ожидания. Мозг с легкостью обработал информацию, и при этом с следующей моей попытки я смог распределить чакру по телу и синхронно сменять движение рук и ног. «Ня-а-а!» – удивился нянята. «Я поражен. Твои глаза и правда имеют великую силу. Ты точно скопировал мои движения». А то, я бы и сам освоил это, но нет времени», – говорил я, чувствуя, как тело изнемогает от усталости. «Ты в порядке? Мне кажется, ты даешь слишком большую нагрузку. Твой организм может не выдержать». «Ерунда, я должен справиться». Прошло несколько месяцев. Наступила весна, как мы и ожидали. Минато-сенсей отправил рекомендации, это значит, что нас ожидает экзамен на звание Чунина. В этот раз я не терял времени зря. Нянята научил меня множеству движений. Конечно, он причитал, что у меня нет хвоста и когтей, и пускай нехотя, но модернизировал приемы под мое тело. Первый этап пролетел совершенно незаметно. Почему? Да потому что эти вопросы были настолько простыми, что я долго искал, не упустил ли подвоха. Вопросы, связанные со скоростью полета сюрикена или движением группы вражеских ниндзя, я высчитывал это с легкостью. Помимо этого, существовали тактические задачи. Например, группа противника заняла холм. Вы и ваши союзники двигались тремя отдельными группами, дабы не дать противнику обойти вас с фланга. Вопросы. Имеете ли вы право совершать атаку самостоятельно? Что необходимо сделать Чунину, если он стал ответственным за группу? Как лучше атаковать противника? Какая группа должна быть в авангарде? Объясните стратегию нападения. Быть может, эти вопросы трудны для ребят 10-13 лет, но я испытывал все это на личном опыте, поэтому и подобные задачи с развернутым ответом не вызывали проблем. Конечно, были и хитрые задания. На знание структуры военных сил деревни Чунин должен понимать, что враг способен замаскироваться даже под члена Анбу, поэтому нужно понимать их деятельность и уметь оценивать ситуацию, как, например, то, что члены Анбу не обращаются друг к другу по имени, а также не снимают маску во время задания. В той жизни Рин бросила мне бумажку с ответами. Если бы не она, я бы точно прогорел. Но сейчас я сдаю свою работу самый первый. Иронично, тогда давным-давно я засыпал в слезах, стыдясь своей глупости и мечтая исправить ошибки. Теперь я вновь тут, но исправлять то, что натворил, далеко не так легко и приятно, как я полагал. Быть может, мне стоило переживать, но я не чувствовал страха. Ребята вовсю шумно обсуждали результаты, кто-то разочарованно бил кулаком в стену, иные же прыгали от счастья. Я лишь краем глаза удостоверился, все отлично, наша команда прошла, а это значит, что дальше нам необходимо продемонстрировать слаженную работу в командном бою. Утро второго этапа. Рин попросила за ней зайти. Если припомнить, в прошлый раз я помогал старушке, которая дала мне леденец. Им же и подавился во время боя. Одна мысль о собственной глупости вводит меня в состояние уныния. Хорошо, что в этой жизни я стал меньше косячить. А то на каждой встрече в каком-нибудь баре много лет спустя все говорили бы: «О, вы помните, как Обита подавился леденцом во время экзамена Чунина? Я думал, со смеху помру. Спасибо второй жизни за спасенную репутацию». Так я и добрался до дома Рин. Ее мама впустила меня внутрь. «О, Обита, мне нужна твоя помощь. Она так упрямится». «А в чем?» «Пошли скорее, ты должен увидеть». Она взяла меня за руку и потащила наверх. Открыв дверь в комнату Рин, обеспокоенно проговорила: «Сам взгляни, на ней так мило смотрится». Я заглянул внутрь помещения. Рин стояла в коротком сиреневом кимоно. Она затягивала пояс и осматривала себя со всех сторон. Увидев меня, ее лицо покраснело, а губы задергались. «Это она для тебя старалась?» «Мама!» – крикнула Рин, стараясь спрятаться. Что, ты ведь сама его сшила? Зачем ты Обита привела
подвела. Простите, мне жаль», — сказал я маме Рин. «Даже не вздумай извиняться. Рин только о тебе и говорит». «Правда?» — воскликнул я краснея. Рин окончательно была сломлена. Она прикрылась подушкой. Никогда не видел ее такой смущенной. Всегда жизнерадостная, непоколебимая в своем оптимизме, вечно подшучивая надо мной. Девушка теперь просто сидела, прикрывая подушкой свое лицо. Я не мог не улыбнуться, после чего подошел, сел рядом и, погладив ее по руке, сказал: «Ты выглядишь очаровательно». Она выглянула из своего укрытия. «Эта красота точно отвлечет наших противников», – проговорил я, широко улыбаясь. «Вот ты дурак», – воскликнула она, ударив меня подушкой, а потом тоже звонко засмеялась. «Тогда точно нужно оставить». «Конечно». «Если будешь стараться, я буду чаще его надевать». «Это шантаж». Ничего такого не заметила». С этими словами Рин весело вскочила с кровати, повязав свои сумки на пояс. «Пошли? Какаша, наверное, уже заждался. Ты ведь не хочешь слушать его лекцию про опоздание?» «Не дави на больное», – подавленно проговорил я, выслушивающий его тирады целую зиму. Я и Арин быстро добежали до полигона, лес смерти, одно из мест, нетронутых цивилизацией. Это специальная площадь для проведения тренировок и испытаний. Не знаю, был ли кто-то в глубине леса, но если уж в Канохе будущего ввели подобное, то я понимаю, почему стать чунином будет намного сложнее. К счастью, наше испытание состояло лишь в командном бою. Думаю, это было решение деревни, потому что пару стран уже находятся в нескольких шагах от войны. У входа ждал Какаши, он с негодованием посмотрел на меня. «Но мы ведь не опоздали, чего ты такую рожу скорчил?» – возмутился я. «Испытание началось 10 минут назад». «Как?» «Не знаю, просто большинство генинов пришло раньше. После того я осознал, что мне по судьбе предрешено опаздывать, иначе я не понимаю такого неожиданного поворота». «Прости, Какаши, это моя вина», – проговорила Рин, неловко улыбаясь. «Ладно, все равно наша очередь еще не наступила. Но, Рин, не бери на себя вину Обита, иначе он так и не научится ответственности». Ах ты засранец!» – воскликнул я, накидываясь на Какаши. В тот момент, когда мы сцепились и хотели выразить друг другу дружеские чувства, экзаменатор проговорил: «3 и 4 номер, ваша очередь!» Какаши отпустил меня и направился в сторону площадки. «Чего стоишь, учиха? Хочешь, чтобы нас дисквалифицировали?» – спросил он. Я аж вздрогнул. «Чего орешь, дурак? Мог же нормально сказать». «Догадался бы, тормозобита». «Да чтоб тебя, подожди!» – воскликнул я, догоняя его. Хоть время экзамена и сместилось, противники остались теми же. Эбису, парень в черных круглых очках и странной прической, вся его внешность пугала девчонок, потому что он выглядит как старикашка-извращенец. Ширану и Генма, этот мог бы посоревноваться своим взглядом с Какаши. Глядя в его глаза, я чувствую эдакую безысходность, тленность бытия. Черт, опять грустно стало. Он был одет в темный мешковатый костюм с капюшоном красного цвета и черный жакет. На голове повязка, как у домохозяйки, что затеяла уборку. Также во рту он всегда держал сэнбон, металлическая обоюдоострая игла. Май Тагай. Все та же стрижка горшком, тот же нелепый видок и густые брови, но именно он настораживал меня больше всего. Экзаменатор встал на свою позицию, Какаши присмотрелся к нашим соперникам и тихо проговорил: «Комбинация 1-2». Это означало, что один отвлекает, а двое нападают. Приманкой в данной ситуации становится случайный человек, то есть тот, кто наиболее готов к технике противника. «Эй, это же ты!» – крикнул мне Гай, тыкая пальцем. Все взгляды сосредоточились на мне. Я слегка отвернул голову, делая вид, будто бы не знаю, о чем он говорит. «Не делай вид, будто ты не помнишь! Обита учиха, ты...» Я не дал ему договорить и замахал руками экзаменатору. Тот опомнился и махнул флажком. Я сложил печати и выкрикнул: «Катун, Кокаки Наджутсу!» В этот раз никакая чертова конфета не помешает мне. Май Тагай, который хотел припомнить мне прошлое, истошно закричал, пытаясь увернуться от огненного шара. Я так долго тренировал эту технику, что был уверен в своей быстрой победе. Но тут прозвучали ошарашивающие меня слова. «Катун! Карьюдан!» Это же высвобождение огня. Огненные снаряды дракона. Откуда Эбиса это знает? Несколько мощных снарядов раздолбили мой шар на мелкие кусочки, снижая площадь поражения. Я натянул очки, чтобы едкий дым не просочился в глаза. Однако не успел я это сделать, как из него вылетел Гай. Его черные глаза были сконцентрированы
сконцентрированы именно на мне. Казалось, что ничего более для него не существует. Высоко подпрыгнув, он с разворота ударил меня ногой, целясь в висок. Если бы не тренировка, реакция от нянята, я бы не успел среагировать. Сразу видно, как много усилий Гай вложил в физические тренировки. Я едва успел поставить блок. Его нога с невероятной силой влетела в мою защиту, и я почувствовал, как плечелучевая мышца левого предплечья испытывает невероятную нагрузку. Но на этом он не остановился. Быстро развернувшись в воздухе, Гай собирался нанести мне удар ногой сверху. «Датон! Дорюхеки!» – выкрикнул Какаши. Огромная земляная стена стремглав вознеслась вверх. Нога Гая пробила ее на четверть. Невероятная физическая сила. В той жизни я получил довольно слабый удар в лицо, после чего валялся в отключке. Неужели Рин и Какаши сражались вдвоем? Какой же я был бесполезный. «Обита, черт тебя дери, соберись, или ты опять в обузу решил превратиться? Переходим на комбинацию 14!» – прокричал Какаши, оттесняя Майта Гая в рукопашной схватке. Я злобно цыкнул языком. Почему я так нервничаю? Что это за страх? Я же опытный шиноби. Так почему? «Обита!» – сказала Рин, подбегая ко мне. «Давай, я верю в нашу победу, ты справишься!» Она смотрела на меня строго, но доверяла мне целиком и полностью. Рин ни секунды не сомневалась, что комбинация сработает. «Да, сделаем это!» – ответил я, сжимая кулак. Я подставил руки. Рин разбежалась и оттолкнулась от них, как от трамплина. В своем кимоно она была похожа на сиреневую бабочку. Благодаря тренировке все того же, нянята Рин легко регулировала ориентацию своего тела в воздухе с помощью потока чакры. Она ловко сложила печати. Змея, тигр, тигр-бык, тигр, собака. «Суйтон! Мизуараре!» Высвобождение воды, водяной град. Ничего себе! Множество пуль из воды с огромной скоростью начали вылетать изо рта Рин. А это значит, что пора и мне приступать. Я сложил печати и ушел под землю. Да, эту технику я втихую скопировал у Какаши, пока он не видел. В одной из тренировок я применил ее в отместку за поражение. Это его изрядно удивило. Так нам удалось создать комбинацию 14. Моей целью был Эбису. Он готовился вновь парировать водяные пули огнем, чтобы создать стену пара для неожиданной атаки. Но когда он уже собирался высвободить технику, я выпрыгнул из-под земли, нанося ему мощный удар в челюсть. Рин удачно приземлилась обратно на стенку, созданную Какаши. Эбису достался удар достаточной силы, чтобы вывести его из игры. Какаши, который взял руки Гая в своеобразный замок, крикнул мне: «Давай, я возьму его на себя!» Какаши, дай мне с ним сразиться, а потом я и тебя одолею!» – кричал Майта, не в силах вырваться из захвата. «Чего ж ты ко мне пристал-то?» – устало отвечал Какаши, сильнее сжимая руки противника. Я понесся в сторону Генмы. Его лицо выражало обеспокоенность. Кажется, черт, его взгляд и правда максимально неэмоциональный. Мне было понятно, что ему известна моя техника огня, но вот технику воды он не видел. Как только я начал складывать печати, для водяной стены мою правую руку пронзила боль. Казалось, будто бы кисть отнялась. Генма победоносно усмехнулся. На бегу я заметил, как эта чертова иголка, что была в его рту, теперь торчала у меня в области сгиба запястья. Она так глубоко вонзилась, что задела срединный нерв. Я помню, как Рина рассказывала это, показывая мне анатомический учебник. А это значит, что сейчас мой большой указательный палец, средние и безымянные пальцы бесполезны. «Получай!» – крикнул он, складывая печати. Козы, птицы, змеи, хлопая по земле. Огромные каменные глыбы начали вылезать из земли, двигаясь ко мне. Я понимал, что Рин не успеет мне помочь, а Какаши чертовски занят. Поэтому остается один вариант, хоть и рискованный. Положив здоровую руку на почву, я сконцентрировал чакру и ушел под землю за несколько секунд до того, как глыбы достали меня. Их основания изрядно мешали мне передвигаться, но я уже чувствовал чакру Генмы. Попался. Подумал я и выпрыгнул, но меня встретили прямым ударом в лицо. Было видно, что он и рассчитывал на подобное. Волна боли прошлась по правой щеке. Кроме того, маячки слетели с головы. В ответ на атаку я ударил левой рукой в живот противника. Он ухнул и на секунду потерял равновесие. «Держись, Обита!» – крикнул Рин, собираясь атаковать. Тогда Генма специально сошелся со мной в клинч. Он приблизился с целью, чтобы Рин не атаковала, ибо задела бы меня. В его рту торчала очередная металлическая игла. Он прищуривался
повернулся и вновь применил тот же трюк, но с близкого расстояния. Моя левая рука тоже была обездвижена. «Прости, Обита, но похоже теперь ты мой щит», – «Ха», – весело сказал он. Краем глаза я видел обеспокоенное лицо Рин. «Давай, Рин, применяй технику!» «Но там Обита! Нам необходимо победить!» – отвечал Какаши, нанося Гаю серию ударов в корпус. «Ну же!» – Рин отрицательно качала головой, давление на нее не прекращалось. «Прости, Генма, я не хотел этого делать», – тихо проговорил я. «А? Чего?» – удивился он. Я резко повернул корпусом так, чтобы остальным была видна лишь моя спина, после чего активировал Шаринган. Генма тут же попал под действие гендзюцу. Его хватка ослабла, я вырвал свои руки из его захвата, нанес короткий удар ногой в область бедра, затем с развороту зарядил в челюсть. Удивительно, что тот не вырубился, пусть потерял ориентацию в пространстве и упал на землю. «Давай, Рин!» – крикнул я, отпрыгивая. Она вновь применила технику водяных пуль. Снаряды метко попали в цель. Рин выбрала эту технику из-за меньшего вреда для наших товарищей. Чего не скажешь о Какаше. Тот впечатал Гая в дерево, ударил стопой с такой силой, что кора просто проломилась на несколько сантиметров. Экзаменатор обвел поле боя взглядом, кивнул и промолвил: «Бой окончен, победа за 3-м номером. Команда Минато». Я с трудом подобрал свои очки, закрепил их на поясе и подбежал к остальным. Рин немного расстроена, но все же улыбнулась и сказала: «Поздравляю, ребята!» прокричал я, пытаясь взмахнуть руками, которые едва двигались. «Чему радоваться? Мы едва не проиграли. Рин, ты ведь понимаешь, что если бы Обита каким-то весьма странным образом не вырвался из схватки Генмы, то Эбису мог бы прийти в себя, и тогда мы бы были в затруднительном положении». Рин виновато опустила голову. «Эй, чего ты взъелся-то?» – заступился я. «Похоже, ты опять переключился на свое «я». Она поступила так, потому что боялась за мое состояние, хоть техника водяных пуль не такая травматичная, но с такого расстояния принесла весьма бы неприятные ощущения. Если ты намекаешь на наши с ней взаимоотношения, то забудь свою глупую мысль. Рин сделала бы точно так же, если бы ты там был. Разве не понимаешь? Команда – это не просто набор пешек для твоей игры. Я думал, что тренировки тебе это показали. Чего ты мне все тыкаешь своей командной работой в лицо? Думаешь, я не понимаю? Ты задумывался о том, что завтра, возможно, нам придется сразиться друг с другом. И что тогда? Рин будет стоять на месте? Ты будешь стоять на месте? Глупость. Так вы лишь проиграете. И все. Ваши труды будут впустую. Вы провалите экзамены. Да к черту его! Прошипел я, сдерживая волну гнева. Какаши сжал кулаки. Ты, похоже, никогда не осознаешь, что для высшей цели чем-то приходится жертвовать. «Хватит, ребята!» – сказала Рин, строго смотря на нас обоих. «Почему вы так огрызаетесь друг на друга?» Она взяла нас за руки, сжимая своими маленькими ладошками. Наши она продолжила. «Да, вы можете не находиться во мнении, быть принципиально разными, но вы оба мои товарищи, те, на кого я могу положиться в любую минуту. В глубине души вы оба знаете, что мы здесь семья». Я опустил голову. Мне было стыдно, чертовски стыдно за свою инфантильность. Какаши выдохнул и не резко, но уверенно вытащил руку из ладони Рин. «Завтра последний этап. Советую вам не терять времени, иначе провалитесь». После этого он быстро направился к выходу. Я хотел догнать его и договорить, но Рин положила мне руку на плечо со словами: «Обита, я понимаю, что ты переживаешь, но пойми, Какаши не ты. Он привык ко всему учиться сам. Я уверена, твое мнение для него не пустой звук, поэтому ему так больно это признать. Быть может, он боится потерять нас, как своего отца». Я оторопел. Слова Рин были такими спокойными, взрослыми и взвешенными, что я был удивлен. «Потерять?» – выдавил я. «Но его слова...» «Ты ведь и сам знаешь, что он говорит не то, что думает. Даже сейчас его гнев – лишь переживание, что мы можем проиграть. Он не хочет, чтобы наши труды были впустую. За его холодностью кроется нечто большее». Я кивнул. Рин безошибочно озвучила то, что мне в силу моей импульсивности удается уловить не сразу. Мы с ней как огонь и вода. Ее спокойная аура смывает мое безрассудство, позволяя взглянуть на мир под иным углом. Я собрался силами, чтобы вернуть контроль над мышцами, и попытался взять Рин за руку. «Спасибо тебе», – проговорил я, смотря на небо. «За что?» «За то, что всегда приглядываешь за мной, и за ним тоже». «Я же не могу нарушить обещание, данное Минато-сенсею». Что?» «Я вас никогда не брошу, обещаю. А тебя так точно. Посмотри на себя», – возмущенно проговорила она. «А что не так?» – она резко выдернула иглу.
Ай! Вот что не так. Нужно срочно применить технику, иначе руки не успеют оправиться до завтра. Ух, иногда ты бываешь такой Ай! В таком деле лучше резко, уж поверь. Ах, больно. Продолжение следует.